Конечно, лучше об этом поговорить со специалистом, поэтому сейчас к нам присоединяется Евгений Гуревич, финансовый консультант. Здравствуйте, Евгений, я приветствую вас вновь в нашем эфире. Ну и, конечно же, первый вопрос. Вот биткоин сейчас взлетел до 100 тысяч. Как вы думаете, это реальный рост или такой временный пузырь? И если говорить тоже о других токенах, вроде эфириума, альтеркоинов, NFT, вот как разобраться, что из этого реально перспективно, ну а что просто хайп? Добрый день. Рост выглядит впечатляюще, и нельзя исключать, с одной стороны, возможность временной коррекции, а с другой стороны, многие аналитики считают, что у биткоина существует потенциал для дальнейшего роста. Например, у всех инвестиционных банков уже практически существует некоторый таргет по росту, но вот аналитики фирмы Bernstein прогнозируют рост до 200 тысяч за биткоин к концу 2025 года и до 500 тысяч к 2029 году. Я позволю себе сказать, что я на вашем телеканале где-то полгода назад прогнозировал биткоин 100 тысяч. Я помню, я сегодня это вспоминала, Евгений, сегодня это вспоминала как раз в кулуарах. И поэтому позволю себе сделать еще один прогноз, что до 2030 года я думаю, что биткоин будет стоить миллион. Так что можем где-нибудь это Евгений, я сегодня прерву, это важно, потому что, напоминаю, RTVI US не является финансовым консультантом. Вы, уважаемые зрители, берете на себя все риски. Если что, мы всего лишь делимся мнением человека, который знает, о чем говорит. Слушайте, можно я воспользуюсь своим служебным положением и спрошу, а какие ваши прогнозы по поводу эфириума? Да, конечно. Я думаю, что эфириум, поскольку, как правило, если смотреть на циклы роста криптовалюты, сначала растет биткоин, потом отрастают так называемые альткоины. Эфириум, естественно, является основным конкурентом, назовем это так, биткоина, как Solana, Cardano и другие криптовалюты. Я тут тоже подчеркну, что я никому не рекомендую делать те или иные приобретения или инвестиции на основании моих слов. Это всего лишь мое личное мнение. Но я думаю, что вот в этом цикле эфириум дойдет где-то до 12 тысяч долларов. Ну, дальше что уже будет, мы посмотрим. И думаю, что это должно начать происходить вот как раз после того, как биткоин достиг этой важной психологической точки 100 тысяч долларов. То, что касается всех остальных проектов, я извиняюсь, я очень-очень быстро, намного сложнее в них вкладываться. Там надо реально разбираться о том, во что ты вкладываешься, оценивать технологическую основу, реальное применение, команду разработчиков, их опыта, экономическую модель токена. Поэтому для людей, которые не являются вот прямо специалистами, которые готовы во всем этом разбираться, рекомендую все-таки быть очень осторожным. Остановиться на биткоине и эфириуме, да. Евгений, по факту криптовалюта торгуется уже на биржах через такие инструменты, как iShares, BlackRock, ну и так далее. Как это поменяло рынок? Тот факт, что это торгуется на биржах в Соединенных Штатах, которые очень сильно регулируются, делает ли эту крипту, к чему я веду, делает ли эту крипту менее волатильной? Есть такие перспективы, но опять же, вот, например, я посмотрел специально в iShares Bitcoin Trust, это самый большой ETF, вошло 50 миллиардов долларов с момента как 230 дней назад он появился. Всего рыночная капитализация биткоина на сегодняшний день составляет 2 триллиона долларов. То есть 50 миллиардов по сравнению с общей капитализацией всего биткоина достаточно низкая. Для того, чтобы стабилизировать волатильность, естественно, потоки в биржевые инструменты должны быть намного больше. С одной стороны. С другой стороны, это, опять же, сигнал того, что биткоин и криптовалюта становится все более и более социально приемлемым, что это становится не просто инструментом для спекуляции и для, как раньше там говорили, отмывания денег и всевозможного криминальных поведения, но уже становится некоторым классом активов, которые любой серьезный фонд и инвестор должен рассматривать как хотя бы небольшую часть своего портфеля. Если можно очень коротко, буквально на 1 минуту, что вы думаете об идее Трампа создать стратегический резерв биткоина? Это вообще имеет смысл какой-то?
Я считаю, что это немного странная идея на сегодняшний день именно из-за волатильности биткоина. С другой стороны, в Сальвадоре сделали именно это. У них есть очень такой, как это сказать, да, чем и хуже. Там президент Букеле, по-моему, его зовут, если я не ошибаюсь, он где-то некоторое время назад начал покупать биткоины, и сейчас на Твиттере выставляет X, как он называется в последнее время, постоянно выставляет оценку, вот сколько стоит стратегический крипторезерв страны Сальвадор. Но мне кажется, что для Соединенных Штатов все-таки надо подходить к этому немножко осторожнее и получить экспертную оценку. Все-таки это волатильный актив. Ну что, спасибо большое. Евгений Гуревич был с нами, финансовый консультант. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру и нашли для нас время.